Самый успешный бизнес-проект в истории планеты начинался как рискованный стартап 13 убыточных колоний. Сегодня корпорация Соединенные Штаты Америки контролирует мировые резервные потоки, держит сотни военных баз по всей Земле и обладает монополией на печать главной мировой валюты. Но за 250 лет этот офис пережил гражданскую войну, Великую депрессию, 4 убийства генеральных директоров, кучу рейдерских захватов и перманентный политический скандал. 47 топ-менеджеров. Давайте разберем подробно, как эта махина превратилась из скромного аграрного в абсолютного мирового гегемона и кто из руководителей вел двойную бухгалтерию. Джордж Вашингтон был первым человеком, который понял, как стать абсолютным правителем в стране, где само слово «монарх» вызывало ярость. После победы над англичанами молодое государство выглядело как компания, пережившая тяжелый рейдерский захват. Долги колоссальные, инфляция бьет рекорды, а Штаты отказываются скидываться в общий бюджет. Вашингтон сделал гениальный имиджевый ход, отказался от короны, взял скромный титул президента и ограничил себя 2 сроками правления. Пока он красиво позировал для будущих долларовых купюр, его главный финансист Александр Гамильтон жестко централизовал экономику, взял долги штатов на баланс федерального центра и ввел налоги. Бунтующих фермеров, не желавших платить акциз на виски, Вашингтон лично разогнал армией. Так появилась главная американская традиция – свобода слова – это священно, но налоги ты заплатишь до цента. Второй директор, Джон Адамс, сразу показал, что идеалы демократии легко задвинуть в ящик, когда корпорации страшно. На фоне конфликта с Францией он провел законы о чужестранцах и подрывной деятельности, по которым критиков власти начали отправлять за решетку. Наблюдательный совет в лице элит быстро понял, что топ-менеджер заигрывается в диктатора, и на следующих выборах его снес Томас Джефферсон. Джефферсон продавал народу образ скромного философа-фермера, но в бизнесе действовал как агрессивный брокер. В 1803 году он провернул сделку века, купил у Наполеона Луизиану за $15 миллионов. За копейки корпорация увеличила свою территорию в 2 раза. Никакой конституции под эту покупку не существовало, но Джефферсон справедливо решил: сначала забираем землю, а юристы потом подберут формулировки. Затем в кресло сели Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро. Мэдисон ввязался в новую войну с Британской империей в 1812 году, доуправлялся до того, что англичане захватили Вашингтон и сожгли Белый дом, но чудом вывел фирму на ничью. А Монро в 1820 году провозгласил знаменитую доктрину Монро. Он объявил весь северный и южноамериканские континенты зоной исключительных интересов Вашингтона. Европейским конкурентам сказали прямо: «Это наш рынок, сунетесь сюда, получите войну». Шестой директор Джон Куинси Адамс попытался закрепить династию, но проиграл борьбу за акционеров новому явлению – жесткому низовому популизму. Эту эпоху открыл 7-й президент Эндрю Джексон. Он был ветераном войн, дуэлянтом с пулей в груди и кумиром простых работяг. Джексон принес в политику принципы Дикого Запада. Он уничтожил Второй национальный банк, считая его заговором финансовых элит, и ввел систему трофеев, когда победивший президент полностью вычищает госаппарат и ставит на все посты своих личных друзей. Именно Джексон подписал закон о переселении индейцев, отправив коренные народы в смертельный марш за Миссисипи, вошедший в историю как «дорога слез». Земли племен срочно требовались под плантации хлопка, главного экспортного товара корпорации. После Джексона кресло занял Мартин Ван Бюрен, которому сразу прилетел кассовый разрыв в виде первой тяжелейшей финансовой паники 1837 года. Обанкротились сотни банков, безработица взлетела, а народ понял, что невидимая рука рынка больно бьет по лицу. Дальше начался управленческий хаос. 9-й президент Уильям Генри Гаррисон решил доказать свою мужественность. 2 часа читал инаугурационную речь на ледяном ветру без пальто, заболел пневмонией и умер через 32 дня. Это был самый короткий испытательный срок в истории Белого дома. Его вице-президент Джон Тайлер так поругался с собственной партией, что его официально исключили из организации прямо во время президентства. 11-й директор Джеймс Полк вернул компании хватку хищника.
Под лозунгом предначертанной судьбы он спровоцировал войну с Мексикой и забрал у нее половину страны – современные Техас, Калифорнию, Неваду и Юту. В Калифорнии тут же нашли золото, и баланс корпорации взлетел до небес. Но в середине XIX века систему заклинило на фундаментальном вопросе – бесплатный рабский труд на юге против индустриального наемного труда на севере. 4 директора среднего звена – Закари Тейлор, Миллард Филмор, Франклин Пирс и Джеймс Бьюкинен – оказались абсолютно бесхребетными чиновниками. Они 10 лет наблюдали, как 2 филиала одной компании готовятся перерезать друг другу глотки, писали бессмысленные компромиссы и прятали голову в песок. Бьюкинен вообще вошел в историю как худший главный исполнительный директор, который в 1860 году просто смотрел, как штаты один за другим объявляют о выходе из Союза. Спасать фирму от полной ликвидации призвали 16-го директора, Абрахама Линкольна. На входе катастрофа. Страна расколота пополам, армия разбежалась, казна пуста. Линкольн действовал не как святой из учебников, а как кризисный менеджер в режиме чрезвычайного положения. Он без санкций Конгресса приостановил действие права на суд, начал сажать сочувствующих Югу в тюрьмы и ввел первые бумажные доллары, не обеспеченные золотом. Отмена рабства была гениальным военным и экономическим ходом. Она лишила Юг рабочей силы и закрыла британцам возможность официально поддержать рабовладельцев. Североамериканская индустрия перемолола аграрный Юг в кровавой мясорубке гражданской войны. Линкольн сохранил юридическое лицо корпорации, но через 5 дней после капитуляции врагов получил пулю в затылок от актера Джона Бута в театре Форда. Преемник Линкольна, Эндрю Джонсон, попытался саботировать жесткие реформы на юге, за что Конгресс впервые в истории устроил президенту процедуру импичмента. Джонсон удержался в кресле с перевесом всего в 1 голос. Затем к власти пришел герой войны генерал Улисс Грант. Он был великолепным солдатом, но никудышным аудитором. Вокруг него расцвела коррупция космических масштабов. Чиновники воровали миллионы на налогах с виски, а железнодорожные магнаты строили трансконтинентальные магистрали за счет государственного бюджета по завышенным в 10 раз сметам. Эпоха с 1877 по 1901 год в народе получила название «Позолоченный век». Раттерфорд Хейс, Джеймс Гарфилд, которого убил адвокат, обидевшийся, что ему не дали должность, Честер Артур, Гровер Кливленд, единственный президент, правивший 2 срока с перерывом, и Бенджамин Гаррисон. Это было время, когда настоящие решения принимались не в Белом доме, а в кабинетах Джона Рокфеллера, Джона Моргана и Эндрю Карнеги. Монополии контролировали нефть, сталь и банки. В 1898 году 25-й президент Уильям Маккинли объявил войну Испании, захватил Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам, а заодно аннексировал Гавайи. Корпорация официально обзавелась заморскими колониями. На пороге 20 века кресло занял самый харизматичный бунтарь в истории офиса – Теодор Рузвельт. Он понял критическую вещь. Если олигархи продолжат бесконтрольно скупать государство, народ устроит социалистическую революцию. Рузвельт объявил войну монополиям, засудил нефтяную империю Рокфеллера и заставил магнатов делиться с рабочими. Во внешней политике он сформулировал принцип большой дубинки – говори мягко, но держи в руках дубину. Когда колумбийцы отказались отдавать землю под строительство канала, Рузвельт организовал в провинции сепаратистский переворот, создал карманное государство Панама и прорыл Панамский канал под контролем Вашингтона. Его преемник Уильям Говард Тафт весил 150 килограммов, застревал в личной ванне Белого дома и предпочитал скучную юриспруденцию. Элиты быстро заменили его на Вудро Вильсона. Вильсон провел 2 фундаментальные реформы 1913 года, ввел прогрессивный подоходный налог и создал Федеральную резервную систему, частно-государственный центральный банк, получивший монополию на управление долларом. А затем грянула Первая мировая война. Вильсон переизбрался под лозунгом «Он уберег нас от войны», а через месяц после инаугурации отправил американские войска в Европу.
Корпорация фантастически заработала на кредитах воюющим странам. Из вечного должника Европы Америка за 4 года превратилась в ее главного кредитора. 20-е годы прошли под девизом президента Кальвина Кулиджа «Дело Америки – это бизнес». Налоги снижали, биржи летели вверх, алкоголь запретили сухим законом, отдав миллиардный рынок мафии. А в 1929 году при президенте Герберте Гувере этот пузырь лопнул. Случился крах Уолл-стрит. Началась Великая депрессия. Валовый внутренний продукт рухнул почти в половину. Миллионы людей оказались на улице, а Гувер просто говорил, что рынок скоро восстановится сам. Не восстановился. Если вам нравится этот разбор, прожимайте лайк и подписывайтесь на канал. Так алгоритмы YouTube понимают, что сложную политическую экономию можно объяснять без пафоса и воды. В 1933 году к рулю встал единственный человек, который руководил компанией 4 срока подряд – Франклин Делано Рузвельт. Приняв офис с 30% безработных, он выбросил в мусорку классический капитализм и запустил новый курс. Государство стало крупнейшим работодателем. Миллионы людей за государственный счет строили мосты, дороги и плотины. Впервые появились пенсии по старости и пособия по безработице. Но окончательно систему спасла Вторая мировая война. Рузвельт превратил Соединенные Штаты в арсенал демократии, продавая оружие союзникам и запустив Манхэттенский проект по созданию атомной бомбы. Он умер в апреле 1945 года, оставив страну с половиной мирового золотого запаса и сильнейшей армией на планете. Занявший его место Гарри Трумэн не обладал дипломатическим тактом Рузвельта. Чтобы показать Советскому Союзу, кто теперь хозяин, он сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, запустил план Маршалла по экономической скупке Европы и создал Центральное разведывательное управление. Началась Холодная война. Генерал Дуайт Эйзенхауэр 8 лет правил страной как спокойной военной базой. Он застроил всю страну сетью скоростных автомагистралей, чтобы по ним можно было быстро перебрасывать танки, а в прощальной речи предупредил нацию. Опасайтесь растущей мощи военно-промышленного комплекса. Генералы и оружейники начинают управлять государством. Не послушали. В 1961 году пришел Джон Кеннеди, молодой красавец, любимец прессы и мастер пиара. На его долю выпал Карибский кризис, когда планета стояла в 5 секундах от термоядерной войны. Кеннеди пообещал отправить человека на Луну, но его амбициозная карьера оборвалась в ноябре 1963 года от пули в Далласе. Занявший его пост Линдон Джонсон подписал важнейший закон о гражданских правах, запретивший расовую сегрегацию, но одновременно по уши втянул компанию в бессмысленную, катастрофическую войну во Вьетнаме, построив систему на откровенной лжи о Тонкинском инциденте. В 1969 году директором стал самый параноидальный политик 20 века – Ричард Никсон. Экономика задыхалась от инфляции и расходов на Вьетнам. В 1971 году Никсон совершил главный финансовый трюк века – отменил привязку доллара к золоту. С этого момента валюта гегемона обеспечивалась исключительно честным словом и авианосцами корпораций. Никсон блестяще договорился с Китаем, изолировав советский блок, но погорел на шпиономании. В 1974 году грянул Уотергейтский скандал. Выяснилось, что президент приказал установить прослушку в штабе конкурентов. Никсон стал единственным президентом США, сбежавшим в отставку до процедуры импичмента. Его сменщик Джеральд Форд запомнился тем, что сразу помиловал Никсона и постоянно падал на лестницах, а пришедший следом арахисовый фермер Джимми Картер погрузил страну в эпоху морализма, дефицита бензина и унизительного захвата американских заложников в Иране. Акционерам срочно требовался новый сеанс психотерапии. Им стал актер Рональд Рейган в 1981 году. Рейган продал уставшей нации красивую голливудскую мечту. Он радикально урезал налоги для корпораций, назвав это рейганомикой, объявил Советский Союз империей зла и запустил блеф под названием «Звездные войны» – программу космического лазерного оружия. Советская экономика надорвалась в попытке догнать этот мираж. При 41-м президенте Джорджа Буше-старшем советский конкурент обанкротился и исчез.
Корпорация Соединенные Штаты осталась единственным монополистом на планете. 90-е годы под руководством Билла Клинтона стали золотым веком офиса. Интернет-бум, стремительный рост бирж, профицит бюджета. Клинтон бомбил Югославию, расширял Североатлантический альянс на восток и едва не вылетел с работы из-за скандала со стажеркой Моникой Левински в овальном кабинете. Элиты простили ему секс, потому что при нем росла прибыль. Но в 2001 году к власти пришел Джордж Буш-младший. После терактов 11 сентября он подписал патриотический акт, фактически легализовавший тотальную слежку спецслужб за собственными гражданами, и под предлогом поисков химического оружия вторгся в Ирак. Бесконечные войны на Ближнем Востоке сожрали триллионы долларов и закончились величайшим мировым финансовым крахом 2008 года, когда рухнул рынок ипотечных бумаг. На волне ненависти к банкирам пришел 44-й президент Барак Обама. Первый темнокожий директор обещал фундаментальные перемены, получил Нобелевскую премию мира просто за красивую улыбку, но в реальности залил деньгами Конгресса обанкротившиеся банки Уолл-стрит и продолжил вести войны с помощью ударных беспилотников. А в 2016 году систему взломал Дональд Трамп, эксцентричный миллиардер и шоумен. Он плюнул на правила политкорректности, объявил торговую войну Китаю и пообещал вернуть заводы домой под лозунгом «Сделай Америку снова великой». Трамп управлял государством через посты в соцсетях, расколол общество пополам и проиграл выборы 2020 года Джо Байдену на фоне пандемии коронавируса. 4 года Байдена запомнились рекордной инфляцией, тяжелейшими внешнеполитическими кризисами в Европе и на Ближнем Востоке и физической немощью самого 80-летнего лидера, чьи падения на трапах самолетов стали символом старения всей политической системы. И вот в 2025 году, пережив покушения и суды, Дональд Трамп совершил невероятный камбэк и вернулся в Белый дом на второй срок. Сегодня, в 2026 году, корпорация отмечает свое 250-летие. Она стоит перед крупнейшим аудитом в своей истории. Госдолг пробил немыслимые потолки. Внутренний раскол напоминает 1816-е годы, а конкуренты в Азии наступают на пятки. Вся эта история доказывает одну жесткую истину. Сила этой империи в том, что ей плевать, кто сидит в кресле директора – гений, актер, параноик или старец. Система выстроена так, что амбиции любого эгоиста встраиваются в общий конвейер по извлечению прибыли и проецированию силы. А теперь главный вопрос на аудит в комментарии. Кого вы считаете самым гениальным топ-менеджером Белого дома за эти 250 лет? А кто нанес фирме фатальный ущерб? Линкольн, Франклин Рузвельт, Рейган или Трамп? Пишите свои аргументы, спорьте, алгоритмы любят этот шум. Подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Предлагайте свои идеи для следующих видео, какую страну или какое событие нам разобрать. До встречи!